Вечером мы идем на море купаться. Ой, у меня сколько дней прогула было? О, ты вообще теперь должна по ночам ходить купаться. Ой, на камешек наступил. Ауч, я тоже. Сегодня должен быть этот самый, в волнушке быть. Такой ветерок дует, да, основательный. Ну да. Даже у этих у зрителей в ушах свистит, хотя я рукой закрываю микрофон. Сзади еще одна машина есть. Атас. Здесь наблюдал сегодня картину. Дедок в одних шортах и с полотенчиком на плечах приехал такой с моря. С той стороны вон две машины едут. То есть дедку было лень идти на море, и он рванул на машине. А вчера я наблюдал, как дедок с бабулькой вдвоем ехал. За ней еще одна красная машина. Фу, кто-то надушился в той машине. Кстати, вот поляночка здесь, видимо, тоже когда-то что-то построится. Один день тут что-то копать начали, мы думали, ну, началось. Но, правда, все это одним днем и закончилось. А купите палку. Палку? Палку. Палку? А давай тебе отломаем от дерева палку. Ну вот я тоже хотела сказать, он полно валяется. Валяется палка. Не, купите мне. А что ты ей будешь делать этой палкой? Расскажи нам. Бить, драться. Драться будешь? Нет, я буду плавать с ней. То ты и так плаваешь, как этот, Рыба. как морячок, Он как только рыбка. боится на глубоководные заплывы. Ничего я не боюсь. Просто хочу себе палку. Ну что ты ей будешь делать палкой? Ты же все Плавать умеешь плавать. с ней. Ты же хорошо, у тебя не было палки, ты научился плавать, нырять. А была бы палка, ты бы как этот, в проруби бы так и барахтался с краешку бы. Как вот приходят тетеньки такие, или дяденьки, и с этой палкой карабкаются в воду. И стараются далеко не заплывать. Купите палку. Купите? Бассейнчик здесь. Пустенький уже тоже. Сколько она стоит, интересно? Не знаю, лет 5, наверное. Ага, теперь может 25? Да. Может 25. 25, 36. Когда не будем брать. Мам! Ну пойдем спросим, не шоркай. Ну-ка. Трудное детство, деревянные игрушки. Ныл. Купили ребенку палку для плавания. Не знаю, как плавать с ней, но ходить с ней интересно, оказывается. Да? Надо тут как-то ее еще связать будет, да? Или так будет держаться и плыть. Посмотрим по ситуации. Пойдем здесь. Миша, они легко и быстро ломаются. Вау! Я говорю, пойдем здесь, и тут все прямо. Откуда ты знаешь, что они легко и быстро ломаются? Потому что их выкидывают постоянно. Они ломаются, их выкидывают. Кашкай. Тут как-то кашкай по-другому выглядит. Более свежий. Так, уже море вот. Пляжники разоблачаются, идут купаться. Товарищ спортсмены, не забудьте маску и мне очки доставьте, пожалуйста. И мне масло. А у Миши еще есть палка. Махалка у него пока она. Над головой крутилка. В общем, очки приносилка, ладно? Хорошо, мама Оля пошла нырять, Олег готовит. Волны сегодня такие у нас ласковые, нежные, мало волн сегодня. Даже не интересно ни попрыгать, ни поскакать, ни понырять. Детки ускакали домой после моря, а мы посидели на пляже.
на шезлонгах, пошли, Накупались до темна. накупались до темна, посидели на шезлонгах и пошли теперь базарить на базар. Удобно. Ну да. Что-то забыл на рынке купить. Раз, вышел. Купил на набережной. Купил на набережной, да. Сильно далеко можно не ходить, если лень, то можно где-то вот буквально, видите, вот тут уже что-то продают. Да распродают уже буквально. Ресторан. А, сегодня, видишь, все эти столики здесь стоят. А мы в прошлый раз шли, зонтики стояли на пляже, эти столики на пляже стояли. А вон люди пикник А устроили. здесь пикник, да, вот на обочине. Плохо видно, наверное. Отдыхает народ. Ну что? Уши закрыты, лоб закрыт. Уши закрыты, а ты хочешь уши закрыть и все? А? Волосы закрыты. Не знаю, сама посмотришь. Какая тебе панама нравится? Rengi de var. Шляпы, да любую, собственно, вон розовую, светлые, любые шляпы меряй. Да. Вот эту? Вот эту? Нет, ну или эту и эту, все можно померить, и те, и те. Или вон ту? Она маленькая. Ну это маленькая, да. Маленькая? Да, это маленькая. Поставь зеркало, он тебе мешает, наверное, и всё. Как тебе? Померяй. Этот, корейский. Ну что? Ну, это самое. Скарлетт О'Хара, Шо-шо? унесенные ветром. Унесенные ветром? Да. А? Нравится? Ну да. А, смотри, если этикетка тут, это да? Ну, есть шанс, что да. Bununla denize de girebilirsin. Это на море она говорит. Türkçe Yok. Yok, yok. bununla denize de. Ага, бич. Ага. Evet. Понятно? Ага. Это не для этого. А, прям в море плавать, да? Да. Это не для парадно-выходного выхода. Ну-ка, глянешь? Вот всё. Ну, ничего, собственно. И то предыдущее, это ничего. Да? Bu ne kadar? 50. Хорошо. Понятно? А вон смотри. Ага. Şöyle de var. Ага. Еще резиночка есть туда. Под это самое. Они где-то ее сзади там. Ну что? Ну, это самое, не знаю, это шляпа слишком. Слишком попугайная. Ну да, да, да. А, может, кепку просто тупо? Да ну, кепка не пойдет. Что не пойдет? Я тебе одну снимал, посмотри сегодня видео, какое тебе больше сама А, то понравится. есть не будем покупать? Не будем, но мне кажется, тебе посмотрел бы на этом. Кепка нет, кепка тебе это сам. Не Как, идет. как седло, да. А вон те мужские? Те мужские, да. Вот те детские, наверное, со спайдером. А вот Джип. смотри, вообще есть эта шапка какая-то. Бандана? Ну что? Не знаю. Мне ничего не понравилось, если честно. Ничего не понравилось? Мне кажется, тебе самой посмотреть надо. Мы пошли прогуляться по набережной. Алексей говорит, возьмем с собой тележку перед тем, как на море идти. Я говорю, да нет, нам немножко, говорю, красного болгарского купим, говорю, острого перца. И зелени купим, говорю. Ну и несколько баночек.
не будем брать тележку, нам надо-то всего буквально 3-4 позиции. И мы почти ничего не купили. Гора банок, целую упаковку. Еще снимать кучу рецептов. Не знаю, еле несем, еле рук хватает нести. Еще мальчишек с нами нет. Да, ребята домой пошли. Соображали, что это пустыми не уйти им. Так хоть еще 4 руки было бы. Да. Хоть по пакетику. Ну да. И взяли бы. Ой. Жарко опять стало. Из моря выходили, прям так прохладно было, а сейчас опять жарко. Но температура на этих термометрах показывает 29-30. Мне кажется, что меньше температура. У них термометры какие-то эти. Не знаю, где они висят. Где-то у них там в бане, может быть. Да нет, жарко. Тебе не жарко? Нет. Мне прям жарко. Я бы еще в море пошла. Ой, я накупался. Пойдем сейчас домой, искупаемся, будем отдыхать, а завтра с полными новыми силами будем работать и снимать для вас рецепты. Договорились. Купили клубнички. Может, мало купили, может, надо было больше купить? Не знаю, какая-то она. Да, качество не очень понравилось. Вот, ну, несмотря на то, что она 15 лет стоит, на наши деньги, это, если грубо считать, 150 рублей, но я бы купила килограмм 10, честно, и заморозила бы для Олега. Она ему нужна, она понижает мочевую кислоту. Единственное, Качество не очень понравилось. да, мы как сперва вообще как-то не ее, хотели брать. да, не хотели брать, а потом дедок ее перетряс, и я еще предложил Оле кое-что повыбрасывать из нее, из корзиночки. Я сейчас ее вот так почищу, помоем, часть оставим снаружи, чтобы завтра дети поели, а часть опять заморозим, чтобы растянуть на более длительный период. Удовольствие. Да. Такая вот. Она такая темная сейчас, кстати, да? Да. Запах стоит обалденный. обалденный, да. Прям клубничный такой. Клубничный. Это самое. Короче, на следующий год, когда у нас вот этих тараканьих бегов не будет, я Когда будет дешевая клубника, заморожу килограмм 20 для Олега, чтобы он кушал ее вот чуть ли не круглый год. Да, Леш? так, народ там застилает постель, пойду помогу. Да, папа, иди помоги. А я смотрю сейчас звонок пропущенный от наших друзей. Они, оказывается, вы показали, что вы вместе с друзьями гуляли? Да? Они, оказывается, гуляли вместе с друзьями. Глава семьи, муж наших друзей, он звонил мне, чтобы уточнить, почему я не иду. А я лежала, рецепты смотрела, читала, сайты рассматривала. В общем, сезон заготовок у нас продолжается. Я активно ищу для вас рецепты. Вот. И еще про замок не рассказывал? Сейчас я на камеру на себя переведу. А еще у нас появились соседи на нашей лестничной площадке. Сказали, что там живут бабушка с дедушкой, но Алексей там насчитал 9 пар обуви. Ну, видно там дети, внуки, как они все там помещаются. Квартира точно такая же, как наша, двушка получается, евро-двушка, да? Как они все там умещаются, вообще непонятно. Наверное, там сплошные матрасы. Или там, может, у них там трехъярусные кровати, тоже не исключено, да? Ну ладно, это их трудности, собственно. Вот, появился народ буквально вчера. А у нас велосипед стоит пристегнутый, стоял, сейчас Алексей его на балкон перенес, стоял пристегнутый на лестничной клетке, замком, помните, Алексей ездил, искал, но купил такой не очень надежный замочек, такой тонюсенький прутик, ну, от честных людей защищал этот замок, вот. Ну, больше, наверное, для успокоения души. Конечно же, никто тут ничего, я надеюсь, не ворует, но, во всяком случае, мы такого еще не слышали, да, чтобы кто-то что-то чужое брал. Даже я часто наблюдала, Леш, ты наблюдал, да, на набережной стоят велосипеды, люди купаются в море, а велосипеды никуда не пристегнуты. У магазинов люди оставляют вообще без проблем.
не пристегивая велосипеды. Вот. Ну, как бы мы для успокоения души купили этот замок, который закрывал дверцу с люком, ну, вернее, люк, при открытии которого открываешь, мы сегодня посмотрели с Алексеем, почему туда вообще люди полезли. Туркоязычные, турки, наши соседи, вот, они полезли, значит, им нужно было туда залезть, потому что там водяные счетчики, и там у них была перекрыта вода. Их долго не было. Вот сколько мы здесь живем, столько их не было вообще. Не слышно, не видно. Там никого, ну, пустая квартира была. Вот. И они, видимо, перекрывали воду. Когда приехали, им нужно залезть в этот люк и открыть воду. Ну, люди без воды приехали, люди без воды, да. И им мешал наш велосипед, препятствовал открытию этого люка. Они его пытались как-то убрать, а он не убирался, потому что замок, помимо того, что он очень-очень худощавенький такой, да, от честных людей, как я уже выразилась, да, так он еще и короткий, поэтому велосипед там был пристегнут прям в натяг. То есть отодвинуть велосипед невозможно было. Но у нас дверь вчера была целый день открыта, мы специально приоткрываем и такой сквозняк делаем. Вот, и мы здесь, вчера мы ходили на море с утра, и мы играли в домино целый день, дверь была приоткрыта. Я так предполагаю, что они слышали нашу русскую речь и не могли понять, как к нам подойти и как попросить, чтобы мы убрали велосипед, чтобы они получили доступ к вот этому люку. Вот. И я так предполагаю, что там... Ты говоришь, без инструмента не сломаешь, да? Нет? Чем-то били. Чем-то били? Скорее всего, так не сломаешь. Алексей говорит, что так руками просто не сломаешь. Ну, чем-то били. Могли браться за велосипед и дергается всей дури, он рассыпался теоретически. Ну, в общем, сломали нам вот этот замок. Велосипед отстегнутый стоял. Потом Алексей, у них... тумбочка такая для обуви, закрытая, с дверцами. Алексей поставил этот сломанный замок на эту тумбочку, а они его на пол швырнули, Леш? Нет, на эту коробушку переложили. Они его переложили на коробушку, короче. Ну, как-то некрасиво поступили. Я предполагаю, что это из-за языкового барьера. Они сквозь открытую дверь слышали нашу русскую речь, и не знали просто, как подойти и объясниться. Ну, сейчас, конечно же, такой проблемы нету ни у кого. Все пользуются переводчиком. Ну, как-то вот не догадались люди, вот как-то вот... не знаю. У меня сначала были мысли, они вчера появились, и у меня были мысли, я Лёше озвучивала их, что надо что-нибудь тоже приготовить, их тоже чем-нибудь угостить. Ну, на нашей лестничной площадке живут бабушка с дедушкой с кучей внуков, детей и так далее. Ну, дети и внуки, я так понимаю, приезжие-уезжие, а бабушка и дедушка здесь, долгий период времени находятся. Вот. Ну, как-то так. Сломали нам замок, не подошли, не спросили, не попытались... Ни жестами не попытались, ни переводчиком не попытались. Просто Алексей говорит, что просто так руками не сломаешь, что предполагает, что они его либо дергали, либо долбили чем-то. Но если бы долбили, Леш, мы бы слышали. Они там целый день что-то стучали, долбили. Ну нет, прям вот таких явных стуков там пассатижами или молотком не было таких. Я тоже слышала шибур-шибур, шибур-шибур чего-то. Скорее дергали они, наверное. Они, может, отодвигали, он нифига не отодвигался, они силу немножко применили, и он развалился. Могло так? Ну, самое главное... Ну, просто прийти молотком долбить, чужой замок, это вообще верхняя человечность. Ну, или тупости. Я тебе хочу сказать, что самое главное мы выяснили, соседи так себе, и замок еще хуже. Слышали, да, Алексей? Говорит, мы выяснили, что соседи так себе у нас на лестничной площадке. Ну и замок еще хуже, чем соседи. Ну, я всегда знала, что он от честных людей. Я сразу тебе сказала, что это за замок такой. Его ножницами перекусить можно.
Ну нет, я не думаю, что они долбили, я думаю, что они отодвигали велик и нечаянно применили силу, и он развалился. Ну это вообще верхняя человечность долбить чужой замок, согласитесь? Ну как-то так, в общем, друзья. Все я вам рассказала, все новости рассказала. Никаких секретов у нас от вас нет. Кроме сугубо-сугубо личных, да? Вот, поэтому мы всегда открыты, мы всегда правдивы, мы всегда с вами как с друзьями настоящими. Спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, будем уже заканчивать это видео. Вот, и кто еще не подписан, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, все как обычно. Нам очень приятно с вами общаться, пишите нам комментарии, мы все видим, все читаем, все лайкаем. Вот, либо дизлайкаем, ну, хейтеровские комментарии, конечно, мы не лайкаем, мы их дизлайкаем, а всех наших дорогих, любимых друзей, подписчиков в комментарии мы видим, читаем, лайкаем. Спасибо, что вы нам пишете. Вот, ну, уже время у нас позднее, будем заканчивать влог. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Пока-пока, приходите еще, увидимся снова.